Более 30 лет Майк Майерс жил на улицах Калифорнии, делая все возможное, чтобы просто пережить очередной день. Уставший и изнуренный беспощадным солнцем, Майерс часто попадал в неприятности с законом в округе Аламеда из-за того, что просил у прохожих мелочь. Тем не менее, он рисковал и своей безопасностью, и свободой ради того, чтобы добыть немного денег на еду. Однажды, когда помощник шерифа выписывал Майерсу штраф, ни один из них не мог предположить, что это станет началом пути, который изменит жизни обоих. Пути, наполненного горькой правдой, болезненными воспоминаниями и поиском того, кем Майк был на самом деле. Майк Майерс не рос в неблагополучном месте. Напротив, еще младенцем его усыновила добрая семья из Сан-Леандро, штат Калифорния. В детстве он был дружелюбным ребенком, обожал играть в школьном оркестре и имел надежный круг друзей. Но дома все было не так гладко, как казалось со стороны. Хотя приемные родители делали все возможное, чтобы он чувствовал себя любимым, не все в доме приняли его. Мать проявляла заботу, но приемные братья и сестры держались отстраненно. Как бы он ни старался, они не принимали его в свой круг. Со временем Майерс начал отдаляться от людей, даже от друзей. Он стал замкнутым и все чаще искал уединения. Это чувство отверженности так и не исчезло, сопровождая его и во взрослой жизни. С годами Майерс потерял связь со старыми друзьями. Он описывал свою жизнь как самую одинокую, какую только можно представить. Ситуация ухудшилась, когда в 16 лет он узнал, что был усыновлен. Это помогло ему понять, почему братья и сестры всегда были холодны с ним, но ничего не исправило. Затем последовал самый тяжелый удар. Его приемные родители скончались. После этого родственники, которые никогда его не любили, окончательно вычеркнули его из своей жизни. Именно тогда Майерс решил навсегда разорвать все связи. Он остался один, и ему не на кого было опереться. Он нашел работу водителем грузовика. Это идеально подходило его замкнутому образу жизни. Одиночество в долгих поездках давало ему пространство для раздумий, и поначалу это его не тяготило. Однако со временем постоянная изоляция подкосила его. Психическое здоровье начало ухудшаться. В итоге он потерял работу, а не имея ни сбережений, ни поддержки, потерял все. Вскоре Майерс оказался на улице. Без дома и близких он провел следующие 30 лет в Сан-Леандро. Он играл на гитаре и просил милостыню, надеясь собрать хотя бы на горячую еду. Но, к сожалению, большинство людей просто проходили мимо. Местные жители не отличались добротой, а подаяний едва хватало на выживание. Недели превращались в месяцы, а месяцы — в годы. Жизнь на улице стала его обыденностью. Надежда угасала, и Майерс начал верить, что проведет остаток своих дней под открытым небом. Но, как выяснилось, у жизни были другие планы. Помощник шерифа Джейкоб Суолуэлл несколько раз сталкивался с Майерсом, когда тот просил милостыню. Офицер старался относиться к нему с сочувствием, качеством, которым многие другие пренебрегали. Несмотря на неоднократные предупреждения, Майерс продолжал побираться. Суолуэлл понял, что простые разговоры не работают, и пришло время для официальных мер. Он решил выписать Майерсу формальный штраф. Когда офицер попросил удостоверения личности, Майерс ответил, что его нет. «Я давал ему столько шансов», — позже рассказывал Суолуэлл, «и когда я попросил документы, он сказал, что их нет.
Я спросил: «Почему?» Этот простой вопрос положил начало долгому разговору. Беседуя с Уоллуэлл, начал понимать, что Майерс вовсе не хулиган. Он не страдал от зависимостей и не был жертвой собственных плохих решений. Он был просто человеком, который потерял семью и в итоге потерял самого себя. Оказалось, что Майерс — инвалид, который живет на улице уже 3 десятилетия. Он не пил, не употреблял наркотики или табак. Он был просто пожилым человеком, пытающимся выжить. Суолуэлл признался журналистам CBS, что очень хотел помочь, но Майерс оказался в тупике. Без дома он не мог получать социальные выплаты или помощь, а чтобы запустить процесс, ему требовалось действующее удостоверение личности. Суолуэлл был глубоко тронут историей Майерса и понял, что на этот раз не может просто уйти. Но восстановить документы оказалось сложнее, чем казалось. Любой, кто бывал в департаменте транспорта, DMV, знает, что это не самая простая процедура. Они сразу столкнулись с проблемой. Хотя Майерс когда-то имел водительские права, в базе данных DMV не осталось никаких записей о нем. Клерк сообщил, что для получения нового ID нужен длинный список документов, включая подтверждение адреса проживания, которого у Майка попросту не было. Пока Майерс впадал в уныние, привыкнув к неудачам, Суолуэлл не сдавался. Он обратился за помощью к своему пастору. Вместе они составили план по поиску каждого документа, начиная со свидетельства о рождении. Офицер потратил часы на архивные поиски и в итоге добился своего. В свидетельстве было указано имя, данное Майерсу при рождении — Гордон Майкл Окли. С этим документом Майерс наконец-то получил удостоверение личности. То, что казалось недостижимым, стало реальностью. Вскоре местные СМИ подхватили эту историю. «Мы оба поняли, что мы просто люди», — сказал Майерс репортерам, «без ярлыков и предубеждений, которые были у нас при первой встрече». История тронула частного детектива Марка Асинса. Он решил помочь Майерсу найти его настоящую семью. Используя старые записи и имя при рождении, Асинс начал искать родственников. И произошло невероятное. Он нашел биологическую мать Майерса, Мари Полин Окли. Ее жизнь тоже была полна боли. В 16 лет она вышла замуж за моряка по имени Уай Альберт Окли. Роман был бурным, но счастье длилось недолго. Они жили в ветхой лачуге в Теннесси, которая буквально разваливалась. Хуже того, муж отдавал все свое жалование матери, оставляя Мари без средств к существованию. Ей приходилось спать на кровати, а вместо колыбели для младенца использовать 2 сдвинутых стула с сундуком поверх них. В конце концов, Мари ушла от мужа и вернулась в Калифорнию с маленьким ребенком на руках, будучи беременной Майерсом. 2 года она пыталась сводить концы с концами, живя со своей матерью. Но когда у маленького Майка начались серьезные проблемы со здоровьем, Мари поняла, что не может обеспечить ему должный уход. Она приняла душераздирающее решение отдать его на усыновление паре из местной церкви. Все эти десятилетия она не переставала гадать, что стало с ее сыном. Спустя более 60 лет мать и сын наконец встретились. Когда Мария узнала, что ее сын нашелся, она была вне себя от радости. Сначала они поговорили по телефону, а затем встретились лично. Связь возникла мгновенно. Майерс также познакомился с другими членами своей большой семьи. Теперь он надеется переехать поближе к ним, как только устроится на работу и начнет получать социальные пособия. Ничего этого не произошло бы, если бы один человек не решил проявить неравнодушие.
Один помощник шерифа, который заглянул глубже поверхностного впечатления и увидел в бездомном человеческую личность. Один акт доброты изменил все.